Однажды ночью Андрей, проживающий в уединенном доме на окраине леса, услышал странный, пронзительный вой. Он вышел из дома, чтобы понять, что происходит, и увидел волка, стоявшего на пороге его дома. Взгляд животного был наполнен унынием, а на его лапе заметно было что-то вроде капкана. Волк, по всей видимости, сделал ставку на человеческую доброту, рискуя своей жизнью. Андрей осторожно подошел к нему, все еще не веря, что это происходит наяву. Он освободил животное из капкана, используя инструменты из своего сарая. После этого волк не убежал сразу. Он остался на пороге, посмотрел на Андрея, как будто хотел сказать спасибо, и только потом исчез в темном лесу, оставив мужчину в недоумении и восхищении. С тех пор волк больше не приходил, но Андрей часто слышал его вой в лесу и чувствовал, что между ними теперь есть особая связь. Он рассказывал эту историю своим друзьям и соседям, никто правда не верил, считая это вымыслом. Но Андрей знал правду, иногда добро возвращается к тебе самым неожиданным и удивительным образом. И каждый раз, когда он слышал вой в лесу, ему казалось, что это волк отблагодарил его еще раз, по-своему, заполняя темную ночь своим мелодичным голосом. Это было чем-то большим, чем просто случайная встреча человека и животного, это была история о том, как добро и смелость могут переписать судьбу и создать необычные, но крепкие связи между двумя разными мирами. А эта история произошла в Сибири. Была зима, наступил вечер и улицу окутали густые сумерки. Иван Трофимов услышал у себя на крыльце тихий непривычный звук. Лесник открыл двери и увидел волчицу, одинокую и очень тощую. Лесник решил накормить хищницу, хотя здравый смысл подсказывал ему не делать этого. Вынеся из дома кусок мяса, человек положил его перед хищницей. Волчица схватила угощение и скрылась в лесу. На следующий день Иван вновь увидел свою новую знакомую. Появление волчицы стало свидетельством того, что в лесу совсем мало дичи и для хищников эта зима будет сложной. До самой весны волчица прибегала к дому лесника, а он подкармливал ее мясом. Слишком близко к дому человека хищница не подходила, вела себя спокойно и даже с достоинством. Когда потеплело, визиты волчицы прекратились. Прошло несколько месяцев, прежде чем Иван вновь услышал тихий вой, которым всю зиму волчица оповещала его о своем приходе. Мужчина вышел на улицу, там его ждала не только волчица, но и два молодых волка. Иван понял, что мясо, которое он давал волчице, она делила с молодыми волками. Стая собралась уходить в поисках богатых дичью лесов, но перед уходом животные зашли поблагодарить и попрощаться. А эта необычная история произошла в Канаде. Тоня Литлвольф крепко спала, когда раздался звонок. В трубке послышался незнакомый мужской голос. Звонивший стал умолять спасти щенков, которые умрут до утра, если им срочно не помочь. Позже Тоня узнала, что мужчина был садовником, который работал у заводчицы. Та посчитала щенков недоразвитыми и нездоровыми, поэтому клетку с ними оставила на морозе. Там бы они, вероятнее всего, замерзли бы на смерть до утра. Оказалось, что это щенки-волки. На тот момент им было всего 12-13 дней от роду. Уже сутки они ели маминого молока. Тоня была знакома с этой заводчицей, потому позвонила ей, чтобы забрать малышей. «У меня есть 3, которых продать я не смогу. Если хотите, то забирайте прямо сейчас», — ответила заводчица на просьбу Тони. Спасительница забрала щенят и после осмотра поняла, что они в ужасном состоянии. Малыши были грязными, истощенными, все покрыты паразитами. Они даже не умели пить из бутылочки. Им были необходимы лечение, забота и внимание. Женщина сделала все, что могла. Она спала рядом с ними, каждые 2 часа кормила и не оставляла ни на минуту. Когда щенята набрались сил и подросли, Тоня их передала в заповедник. С того времени, как они были спасены, прошло 12 лет, щенки выросли во взрослых волков, которые очень добрые и дружелюбные. Волки любят людей и внимание к ним. Хочется поблагодарить Тоню за то, что она не побоялась взять на себя ответственность за 3 маленькие жизни. Благодаря ей волки выжили. Друзья, если вам понравились наши истории, обязательно подписывайтесь на канал и напишите комментарий к ролику. До свидания.